Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня в этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот миленькую белочку. Это очередная игрушка, связана по моей схеме, много игрушек по одной схеме. Я не располагаю большим временем сейчас, поэтому буду предлагать вам экспресс-мастер-класс. Я просто покажу, в каком месте пришиты детальки, и под видео я оставлю схему. Надеюсь, что вы справитесь. Ну, кто вязал хотя бы одну игрушечку по этой схеме, я думаю, не составит большого труда. Плюс повторюсь, то, что мои мастер-классы, они не для новичков, а для тех, кто уже умеет вязать. Но, тем не менее, на моем канале есть подробное видео, как связать тело. Тело цельновязанное, то есть ручки у нас связываются, голова потом вывязывается, и вот здесь вот закрытие. Как сделать аккуратное закрытие и вязать все это тело, я оставлю также под видео ссылку. Перейдете, посмотрите и без проблем свяжете. Итак, ушки у меня располагаются на 4 и 5 ряду. Смотрите, вот здесь вот у меня закрытие. Будем считать закрытие, это первый ряд, второй, третий. И вот на этих двух рядах, 4 и 5, я пришиваю ушки. Под видео будет схема, как связать ушко. Вы его складываете пополам и пришиваете к голове. Подобное ушко можно посмотреть, как вязать, например, у единорога. В мастер-классе по единорогу я показывала, как пришиваю такие ушки. Вот. Так. Далее. Хвостик. Вот такой вот хвостик у нас должен получиться. Немножко вот поясню. Вы вяжете полностью по схеме хвостик. Я вяжу полукрестиками. У меня ряд вот этот вот не смещается, но я думаю, что даже если ряд сместится, все равно должен, по идее, получиться хвостик. Тут у нас просто расширение и вот этот вот уклон. Ну, в принципе, я думаю, должно что все получиться. По схеме вы вяжете все ряды, и в последнем ряду вам нужно довязать вот до этого бока, да, то есть вы вяжете и не довязываете полностью ряд. Ну, у меня там получилось 6, 7, 8 петелек. То есть я провязала все ряды, и потом последний ряд не полностью 10 петель провязала, а только 8. И потом за 2 стеночки я сложила детальку и за 2 стеночки провязала 5 столбиков. Вот так вот. И оставляю длинную нить, это чтобы пришить хвостик. Хвостик вы можете вязать, но тогда он будет падать, и я его вот здесь вот подшивала. Вот, видите, здесь есть стежочек. Ну, это, в принципе, незаметно, я думаю, неплохо смотрится. Далее, смотрите, глазки. В принципе, глазки можно вставлять на любом расстоянии. Но смотрите, у меня здесь расстояние 7 столбиков. То есть я поставила глазик, потом отсчитала 7 столбиков и поставила глазик. Покажу поближе. Вот так вот пришиваю носик. То есть где у нас глазки заканчиваются, в этом ряду. Глазки у меня здесь 9 миллиметров. Но если у вас игрушка получается больше, вы не бойтесь, ставьте 10 миллиметров. Либо если из какой-то другой пряжи, то поменьше, можете поставить там 8. Ну вот у меня 9 в среднем я ставлю. Вот такие вот белочки, глазки. По желанию можете здесь вот кисточки сделать. Я брала просто 3 отрезка ниточки и закрепляла их так вот узелком. Я думаю, никаких трудностей не составит. Вот единственное, что может быть хвостик. Но если вы будете четко смотреть по схеме вязать, где прибавки, где убавки, то у вас все получится. Кружочек на животик я тоже оставлю схемку. Там она простая. Просто на 7 столбиков начинается вязание, а не на 6, как мы обычно это делаем. Если вдруг будут вопросы, пишите, я отвечу. Игрушка получается
Ну вот тело у меня 14 сантиметров и плюс еще ушки. Ну, то есть где-то 16-17 сантиметров с ушками получится. А так вот у меня вот эта заготовочка 14 сантиметров. Я вязала игрушку из вот такой вот пряжи Yarnard Jeans, цвет 77. Он бывает иногда просто оранжевый, иногда неоновый. Ну, какая партия, смотря. И также можно еще связать, например, из Ализе. Она немножечко поменьше будет игрушка, да, потому что, ну, сама пряжа немножко тоньше по своей структуре, да. Хоть и написано 330 метров, но все-таки она немножко тоньше. Это цвет 37. Ну, либо можно использовать любой другой, оранжевый или, может быть, песочный цвет. Ну, в основном-то у нас белочки оранжевые. Думаю, что проблем с вязанием у вас не возникнет, поэтому буду ждать ваши игрушечки у себя в группе ВКонтакте. Размещайте там свои фотографии, и я увижу все игрушечки. Думаю, что все понятно. Вяжите с удовольствием, и всем пока!